Всем привет, меня зовут Элина Федорова, и сегодня будет очень интересная тема о женской груди. Я столкнулась с тем, что многие девушки меня постоянно спрашивали о том, можно ли увеличить грудь в домашних условиях с помощью народных средств, с помощью физических нагрузок, до какого возраста растет грудь и так далее. И я поняла, что многие девушки, к сожалению, не знают каких-то обычных фактов о своем теле. Поэтому сегодня мы поговорим о мифах, о интересных фактах, и я думаю, что это видео будет для многих полезным. К сожалению, в интернете я сталкивалась с очень дурацкими мифами, как некоторые писали: вот, она худенькая, у нее бедра узкие, груди у нее нету, либо у нее первый размер, либо вообще нулевочка, значит, не быть ей матерью, либо она не выносит того ребенка, либо не выкормит. На самом деле никакой связи между строением девушки, ее фигурой, ее грудью и тем, выносит она ребенка и выкормит ее, вообще как таковой нет. Что касается сосков, например, их цвета, размера, формы, они бывают совершенно разными, и это тоже абсолютная норма, то, что они у всех разные. Просто хочу сказать об этом, хотя это и так очевидно, но просто я понимаю, что все-таки девочки-подростки меня смотрят, и если у кого-то какие-то комплексы по этому поводу, просто хочу сказать, чтобы вы не переживали, и что какими бы у вас соски и форма груди не было, это как бы абсолютная норма. Это нормально, что у всех тела абсолютно разные. Вообще, ребят, можно, конечно, долго спорить о том, какой размер лучше, первый, второй, пятый, но это все бессмысленно, потому что природа нас создала разными, и это круто, что мы настолько отличаемся, и у всех свои какие-то вкусовые предпочтения. Нам, женщинам, нравится разное, мужчинам нравится разное, и это круто. Представьте мир, в котором бы у всех было одинаковое телосложение, одинаковые волосы, одинаковые прически, грудь и так далее. Это ведь было бы скучно. На самом деле мир, он и тем и привлекателен в его разнообразии, многообразности. Это круто. Так вот, я считаю, что размер, в принципе, не так важен, как в целом то, как выглядит фигура девушки, подтянутость ее, кожа, состояние и так далее. То есть, если все это выглядит хорошо, гармонично и красиво, то какой там размер, это вообще абсолютно не важно. Я думаю, что со мной согласятся многие. То есть, безусловно, у нас у каждого есть свои какие-то личные предпочтения, ну, это такое, это дело вкуса, но это ни в коем случае не говорит о том, что вот это так должно быть, а вот так не должно быть. Либо вот это только красиво, а вот это все остальное некрасиво. Так вот, у девушек грудь формируется где-то до 21 года. Но при этом она может вырасти, например, в 13 лет и вот такой остаться на всю жизнь, там, несущественно поменяться. У другой девушки она может, например, резко вырасти там к 20 годам и тоже уже остаться такой. У некоторых может, например, увеличиться после беременности. Такое бывает на размер 2. У других она может, наоборот, уменьшиться на размер 2 и растянуться после беременности. Такое, кстати, еще чаще бывает. Грудь может вообще не появиться никогда. То есть, как был первый размер, либо нулевка, он такой на всю жизнь не останется. Конечно же, бывают врожденные аномалии, скажем, отклонения. Например, есть такое, как гипоплазия. Это недоразвитость грудных желез. Это, например, если девочке уже лет 15-16, а у нее там вообще не прощупывается железистая ткань. Также есть такая разновидность вот этой гипоплазии, как тубулярная грудь. Это когда грудь как-то она растет в длину, она какая-то узкая, вытянутая, трубчатая получается, и идет, знаете, некая деформация. Также есть другая, обратная, скажем, этой аномалии, гигантомастия. Это когда, наоборот, грудь растет до каких-то невероятно огромных размеров. Девочки, ни в коем случае не ставьте сами себе никаких диагнозов, только профессиональный врач, гинеколог, мамолог может точно вам сказать, есть ли у вас какие-то отклонения, либо нет. Мамолога нужно посещать хотя бы раз в год, тем более сейчас такое время, такая экология, все чаще девушки болеют раком. Все эти отклонения, которые я назвала, их можно устранить только с помощью пластических операций, никаких других способов не существует. Выбор за девушкой. Также второй момент, который очень распространенный, который не нравится многим девушкам, это птоз. Птоз — это опущение груди. А какие причины чаще всего бывают? Во-первых, это может быть просто генетическая предрасположенность. У девушки выросла грудь, и она просто была обвисшей. Ну, вот так. Просто генетика. Второй вариант, самый распространенный, после кормления. Грудь обвисает. Третий вариант, это может быть резкое похудение, когда жировой прослойки становится меньше и кожа обвисает. И еще вариант, это просто естественный процесс старения, увядания женского организма, когда теряется тонус мышц, кожа везде обвисает, жировой прослойки становится меньше, коллагена становится меньше. В таком случае самый эффективный способ это устранить, это сделать подтяжку, потому что других каких-то действенных способов, кроме как хирургического вмешательства, чтобы подтянуть
подтянуть кожу, их просто не существует. Что хочу сказать за себя. У меня грудь выросла где-то в 13 либо 14 лет. Произошло это очень резко, то есть я вообще не носила лифчик, и тут раз, первый мой лифчик, который я покупаю, он сразу же 2 размера. Так получилось, что я не носила ни нулевки, ни единички. Никто из моих родственников, там мама, вообще не ожидали, что у меня будет хоть какая-то грудь, потому что я была очень-очень худой, я была очень высокая, то есть у меня была такая фигура, по которой не скажешь, что там вообще что-то вырастет. Сейчас у меня 4 размер груди, у меня размер лифчика, который я покупаю, это 32D, это по американским меркам, я не знаю, наверное, русский это будет 70D. Я имею в виду, что вот объем грудной клетки у меня самый-самый маленький. За счет моей узкой грудной клетки моя грудь не выглядит громоздкой, и у меня нет проблем с выбором одежды. Все топы мои размер small, S, либо даже XS, то есть я во все влажу. Почему бывает так, что, например, у девушки объем груди 90, а то и там 92, 93, и при этом груди может не быть совсем. Все потому, что объем грудной клетки, он довольно широкий. Я надеюсь, что все девушки знают, как узнать свой размер груди, но на всякий случай расскажу. То есть нужно измерить, во-первых, грудь по самым выпуклым точкам, затем измерить вот это место под грудью. И потом по разнице отнять от первого значения второе, и вот эту разницу просто найти в таблице, которая есть в интернете, их много, там, как определить размер груди, и вы найдете свой размер. В общем, да, ребята, поэтому, когда мы говорим за вот эти цифры, параметры, да, там 90, 60, 90, они вообще мало о чем говорят, потому что девушки с одинаковыми параметрами могут выглядеть совершенно по-разному. То есть все зависит от строения тела, от самой фигуры. Вот, например, я вообще очень мелкокосная. А вообще все, кто видят меня в реальной жизни, все говорят: вот это ты мелкая. Когда я смотрела тебя по видео, либо видела на фотографиях, я думала, что ты сама по себе больше, вот крупнее в целом. А я маленькая очень. Поэтому, когда меня спрашивают за мои цифры, там, за мои параметры, я всегда задаюсь вопросом: а зачем нужны эти цифры? Я говорю, у меня 89, 60, 89-90, вот где-то такие параметры. Но как они помогут другому человеку? Потому что другой человек с такими же параметрами может выглядеть совершенно иначе. То есть это вообще ни о чем не говорит. Поэтому, ребят, самое достоверное — это ваше отражение в зеркале, то, как вы выглядите. Неважно, какой вес, какие там цифры. Самое главное, чтобы вы смотрите в зеркало, и вас все устраивает, все круто. Вы нравитесь себе на фотографиях. Вот это самое главное, когда вам просто комфортно в своем теле. Ну что, давайте перейдем к самому основному вопросу, который интересует всех: можно ли как-то увеличить грудь. Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно разобрать строение груди. Что такое грудь? В первую очередь это железистая ткань, сама железа. Потом это соединительная ткань и жировая ткань, то есть жировая прослойка под кожей. И все это крепится, скажем, к грудной мышце. У всех девушек по-разному. У кого-то, например, жировой ткани очень много, а железистой ткани там наоборот немного. То есть вся грудь по сути состоит из жировой ткани. У других же девушек наоборот. Очень много вот этой железистой ткани, а жировой ткани практически там, мало ее просто. И этим и объясняется, почему у некоторых девушек грудь, ее размер варьируется от того, сидит ли девушка на диете, там, занимается ли спортом, худеет. То есть, по сути, если там у девушки много жировой ткани в груди, естественно, когда она худеет, у нее уходит грудь, то есть там ничего не остается. Почему так бывает, что вот девушка худенькая, а у нее грудь большая? То есть это говорит о том, что там много вот этой железистой ткани. А бывает так, что девушка вроде бы сама по себе крупная, полная, а у нее может быть груди вообще не быть, либо быть даже меньше, чем у девочки, которая худее. У кого больше железистой ткани, а у кого больше жировой ткани. Это просто генетика, это строение, и с этим ничего ты не сделаешь. То есть на жировую ткань что может повлиять? Питание. Вы можете просто поправиться и набрать больше жира, но опять-таки это сомнительный вариант. Да, у кого-то действительно так, у кого-то жир идет в грудь, а у кого-то нет. Либо же у кого-то идет в грудь, но параллельно с тем и в какие-то ненужные места. Что может повлиять на количество, скажем, железистой ткани? На это влияют в какой-то степени гормоны. Этим и объясняется, почему во время, например, менструального цикла, почему это вообще влияет на нашу грудь. Иногда она увеличивается. Можно ли изменить размер груди с помощью гормональных препаратов? Да. То есть, опять-таки, это не будет существенной какой-то разницы, но, конечно же, у некоторых грудь вырастает за счет гормональных препаратов. Стоит ли их употреблять только ради того, чтобы увеличить грудь? Я бы не стала. По-моему, это очень сомнительно. Некоторые принимают противозачаточные таблетки, им нравится эффект вот этот вот, что грудь становится больше. Я никогда не принимала противозачаточных таблеток и вообще не принимала никогда никаких гормональных препаратов. Слава богу, я никогда не болела по-женски, у меня вообще с циклом никогда никаких проблем не было, у меня все работает как часы. Я, если честно, вообще мало помню, чтобы у меня даже хоть какая-то была задержка.
поддержка. Ну, может, было пару раз, пару дней позже, раньше, ну, вообще такое что-то несущественное. То есть у меня не было такого, что у меня, например, вообще не было критических дней, там, 1 месяц что-то пошло не так. Хотя мне постоянно задают вопрос: Алина, вот ты такая худенькая, ты там занимаешься спортом, ты еще и веган, как у тебя с месячными? Они у тебя есть? И если бы у меня пропадали месячные из-за моего образа жизни, я бы явно что-то корректировала, что-то меняла, и срочно бы уже побежала к врачу бы и лечилась. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, такого как бы не было. Я вообще считаю, что если человек ведет здоровый образ жизни, если у него нет каких-то заболеваний, если он следит за своим здоровьем, занимается спортом, правильно питается, ну, не может быть у него никаких проблем с циклом. Когда человек ведет здоровый образ жизни, у него, наоборот, все улучшается. Если у вас пропадают месячные из-за диеты, из-за спорта, это говорит о том, что вы делаете что-то неправильно, что у вас какие-то перекосы, вы либо слишком много занимаетесь, либо ваш рацион питания вообще не сбалансированный, вы неправильно питаетесь. То есть тут уже нужно в первую очередь бежать к врачу, проверяться, сдавать все анализы на гормоны и, конечно же, искать какие-то ошибки в вашем образе жизни. Что касается противозачаточных таблеток, я слышала разные отзывы, кто-то из девушек принимает им нормально, но чаще я слышала о каких-то просто ужасных побочных эффектах. Об этом, конечно, можно спорить долго, кому-то нравится, кто-то это делает, но как бы я бы не стала это делать, я бы вряд ли стала кому-то рекомендовать это делать. То есть только в крайних случаях, если, конечно же, у вас есть проблемы с каким-то циклом, какие-то нарушения, и ваш гинеколог вам прописывает гормональные препараты в целях лечения, скажем, это оправдано, а в других случаях я считаю, что нет. Давайте вернемся к строению груди. К сожалению, в самой груди нет абсолютно мышц. Нет, ребят. Хотя, к сожалению, есть миф о том, что там какие-то есть мышцы, которые можно подкачать, и тогда грудь увеличится. Нет, ребят, к сожалению, это миф. Конечно, там есть грудная мышца, к которой крепится непосредственно сама грудь, но это никак не влияет на размер груди, либо там на тот же птоз. Максимум, что вы можете сделать, это раскачать грудную клетку, но опять-таки оно вам надо, и можете приподнять саму грудь немножко. Но опять-таки это кардинально не изменит внешний вид груди. Поэтому, кто бы что ни говорил, ребят, это миф. Безусловно, нужно в целом заниматься и работать над всеми группами мышц. То есть это и руки, это и грудные мышцы, это пресс. То есть все должно быть задействовано для того, чтобы все было в тонусе и подтянуто, чтобы не было никакой диспропорции нигде. Но грудь кардинально, она не меняется от физических упражнений. Ребят, несмотря на то, что я вам рассказала правду о том, что действительно нельзя существенно повлиять на размер и форму своей груди, потому что это генетически обусловлено, не стоит расстраиваться, потому что самое главное, это когда в целом все выглядит красиво. Если ваше тело пропорционально, если вы за собой ухаживаете, этого вот выше крыши. Я не думаю, что кто-то будет рассматривать человека по каким-то частям тела. Вот там у него грудь, там у него рука, нога какая-то не такая, это все глупость. В общем, если вы можете что-то в себе изменить, если у вас желание, есть возможности, делайте это. Если вы не можете это изменить, не хотите и вам так комфортно, не делайте ничего. Как я вам говорила, сместите фокус внимания на другие вещи и не усложняйте себе жизнь. Ребят, спасибо вам за просмотр этого видео, пишите свои комментарии, а мы скоро увидимся. Пока!